Почему вы сидите в Ханамаге? Нет, сегодня КамАЗ. Нам нужно доделать срочно КамАЗ. И в этой серии, я думаю, мы его полностью соберем. Подготовим к тому, чтобы нам участвовать в мероприятиях здесь городского плана. КамАЗ еще очень-очень-очень сильно не готов, но я думаю, мы его добьем. Его нужно доделать, и выбора у нас нету. Огромная благодарность всем за поддержку в комментариях. Спасибо за поддержку на Бусти. Ссылка на Бусти есть в описании. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите. Пошли переодеваться. Начнем мы сегодня с кузова и будем заниматься, чтобы нам понимать, что мы не упремся в какую-нибудь проблему. Переносим доски на ту сторону по чуть-чуть и пытаемся их закрепить. Ну, вроде бы как бы мои подсчеты не подвели меня. Почти становятся все доски. Там чуть-чуть сейчас буду подтачивать, подпиливать. Одним словом, планирую сейчас заняться подгонкой и крепежом. Чуть-чуть сделаю и вам покажу. Не обращайте внимания на то, что кузов весь зарос травой. Дело в том, что пока мы там красили, делали КамАЗа, всю предыдущую серию, это 2 недели работы в одной серии. Вот, и кузов фактически 3 недели лежит вот уже нетронутый, поэтому так вот он выглядит. Для вас это 40 минут, а для меня огромная закадровая работа. Ну что ж, потихоньку у меня получается. Вполне красиво выглядит. Как я делаю? Укладываю сначала доски. После этого просверливаю все отверстия. Сразу в каждой доске размечаю, где их сверлить. Потом вставляю болтики. Все запаковываю в отверстия просверленные. И после этого зажимаю. По такой схеме оптимально работать. Но у меня уже закончились болты. Сейчас я, наверное, отправлюсь в магазин, быстро сгоняю, найду болтов, потому что работа вся остановилась. Чтобы их зажать, нужно залазить под низ, то есть мне нужно все сразу идти подряд. Так что работаю. Приезжаем в магазин. У меня новая машина. Вам небольшая загадочка. Зрители на Бусти знают все, но для вас вот небольшая загадка. Опытнейший человек поймет, что это за машина и даже какого она года выпуска. По лишь одной вещи. А именно вот по этой. Пишите в комментариях. Зрители на Бусти, молчим. Потрачено полчаса времени, но оно того стоило. 72 болта докуплено, и этого нам хватит, чтобы завершить всю эту нашу постройку. Так что не теряем времени. Погода стрёмненькая, поэтому работаем. Первая половина кузова уже готова. Строю вторую часть. Ну, получается очень красиво. Я даже сам не ожидал, что так красиво получится. Зацените. Красотища неописуемая. Болтики все ровные, красивые. Потом, естественно, я здесь все подмету щеточкой аккуратненько. И хочу еще сверху покрыть лаком. Еще защитить дополнительно. Если, конечно же, позволит погода. Ну, все, крутим. Еще осталось вот 3 щита мне сделать.
Так, 72 плюс 24 равно 96 болтов, закручено в этот кузов. Ну и 96 гаек, соответственно. Вот. И, кстати, в магазине 3 гайки не доложили. Чуть-чуть нас кинули, в общем. Ну, попробую сейчас покрывать лаком. Посмотрим, что с этого выйдет. Лак для яхт. Надеюсь, хватит. Надеюсь, его не выверну. Лака хватило идеально. Не зря я все-таки 20 лет маляром оттарабанил в ПМК. Ну, а кузов, смотрите, очень классно. К сожалению, это все, что я успел сделать за сегодняшний день. Так что увидимся завтра в продолжении нашей работы с КамАЗом. Я думал, что покрасочные работы закончились, но не тут-то было. Задние крылья, которые будут крепиться на кузов. 2 ящика, которые будут тоже крепиться на кузов. Их нужно покрасить. Мою и будем зачищать. Первый ящик готов. Сейчас такая же процедура ждет и второй. Этот ящик даже пришлось подваривать. Вот здесь в местах он был сад. Вот и второй ящик, друзья. И решил я уже красить. И наш компрессор врезал дуба. Представляете? А что произошло? Вот что произошло с конденсатором. Поменял новый. Поставил, ну, бэушный. Сейчас вот обслуживаю. Хочу почистить тщательно. Чтобы он охлаждался получше. И снова в бой. Я уже думал, нужно покупать компрессор. Это удовольствие не из дешевых. Но удалось пока что избежать. Ну вот, 2 красавца готовы. Покрашены, сохнут. Еще нам осталось 4 щитка. Но мне только что позвонил Дима. Завтра приедет к нам в гости. Поможет установить нам кузов на КамАЗ. Поэтому нам нужно срочно подготовить КамАЗ к тому, чтобы устанавливать кузов. А именно дособирать потолок и внутри все подготовить. К тому, чтобы закинуть 2 стекла и кузов. Устанавливаю нашу планку. В принципе, осталось мне тут немного уже. 2 самореза, я думаю, прикрутим. И будет достаточно. Когда планки не было, я посмотрел, померил, где у нас не свободное пространство, а именно металл. Так вот, он есть на 22 сантиметре, на 78. По-моему, 8. Я уже что-то забыл. Просверливаю отверстие. Если что, рядом просверлю. Купил вот такую биту специально, маленькую, чтобы она проходила здесь вот сквозь эти направляйки. И вот так вот чик. Вот. Ну вот так. Оригинальная планка, здесь состоявшая из 5 частей, это гораздо хуже. Здесь же мы крючки заведем. Осталось нам только пошить шторки. И все будет готово. Пошел на улицу, уже все, закипает мотор. Установка не по кайфу. В общем, на улице ураган, буря, ну и сюрприз от КамАЗа. Сюрприз длиною в 2 часа. В общем, заклинил тормозной кран. Как выяснилось, я сначала не мог понять, не снимается с ручника и все. Ну, невозможно. Я помню, тогда еще выгнал его, но, наверное, еще не было настолько закоревшее. Закорел настолько кран тормозной, что КамАЗ постоянно стоял на тормозах. И все, не могу разобраться, с ручника не снимать. Потом начал смотреть, передние камеры тоже все вклинившие. Смотрю,
А у меня кран, в общем, вот, свободный ход. Очень сумасшедший. Он туда провалился, этот чопик, и заклинил там. Я стучал, он отошел, но не до конца. Вот, поэтому решил снимать его. У меня есть новый кран, он лежит. Но не тут-то было, блин. Хорошо, что кузова нет. В общем, вот эта трубка, ничем ее не могу открутить. Но сейчас уже пошла. Уже пошла. Зараза последняя. Вот представляете, оставил ее, она здесь удобная для откручивания. То есть сверху, думаю, ну потом откручу. Оставил, вот свернул ее вот так, не знаю. Ну, думаю, что держать будет. Это советская медь, это. Она надежная. Вот, так что такие у нас приключения. Один болтик осталось открутить и трубку эту. Ситуация немного усугубилась. Новый кран, который у меня есть, он не такой, чуть-чуть. То есть у него вот эта задняя крышка повернута в другую сторону. Вот, поэтому я думал перевернуть, но потом понял, что нужно его разобрать и убрать мусор изнутри. Вот. И начал разбирать, он весь разлетелся, естественно, и сейчас пытаюсь все это обратно собрать. Вот, отмыл все детальки. Сейчас буду собирать. Надеюсь, мне удастся это сделать. Разобрал я и наш кран, не выдержал. Здесь, в общем, полностью вкоревшая вот эта верхушка. Видимо, вода попала, когда мыли керхером. И все это закорело. Вот. Две трубки мне осталось зажать. Но их наживить здесь, все это квест. Прям эта задача не для слабонервных. Еще здесь душно. Дверь откроешь, там ураганище. Увидимся уже завтра на запуске испытаний тормозной этой системы. Если, конечно, меня не заберут в дурдом. Так, решил я начать с того, что установим аккумуляторы на КамАЗа, потому что хожу с этими временными аккумуляторами неудобно. Вот. Ну и нужно нам проверить тормозной кран. Сейчас отпилим подложку под... В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... Новенькие аккумуляторы. Аккумулик бай рулит. Клеммы ставим немецкие. Огромное спасибо Виктору, который нам подогнал такое, знаете, перемычки, там клеммы всякие. Просто пригождаются постоянно. И качество очень-очень хорошее. Все, сейчас сделаем маленькую перетрубацию. Здесь нужно будет нам перегнать Краза, Ханамага, чтобы можно было выехать, и поедем. Нет, сначала мы вставим окна, а потом поедем за кузовом. Установка кузова сегодня. Друзья, мы решили включиться на финальном этапе установки этих стекол, потому что здесь столько было матов, это просто неописуемо. Вот такая у меня есть штука для вставки клиньев. Берите на вооружение, потому что когда у нас был Богдан, мы только этой штукой пользовались. Вот так она работает, а сейчас сделаю, когда я вам покажу, как она устроена. Вот. В принципе, клин вставляется легко. Это я уже на радостях тут, что финальная часть. Вот обычная конструкция, но имейте в виду, что сверлить нужно вот так. То есть сверло, ну, имеет специальную плоскость, чтобы... Вот, достаточно мощная должна быть железяка, чтобы вы могли вот так вот ее заводить. Ну, в принципе, работает конструкция, все четко. Но вот эти стекла вставлять я прям вам не советую. Это безумие. То есть, чтобы вы понимали, руки я стер полностью вот от веревки. Раз мозоль, здесь мозоль. То есть, ну, это ужасно. Лентяй задела, мозоль на тело.
И вот в очередной раз убеждаюсь, все часто у меня спрашивают перед покраской, почему ты не вынимаешь стекла? Да нельзя их вынимать. Потому что так вот либо поцарапаешь потом все, что покрасил, либо стекло разобьешь, либо оно лопнет во время установки. Так что лучше оклеить и покрасить, и все гораздо красивее. Нужно просто делать, как я, закладывать веревочку под резинки, и все на этом. Фух. Ну, следующий этап, это нам нужно опять заниматься краном тормозным, потому что все равно какая-то фигня. То ли кран не такой, то ли что. Ну, одним словом, все равно КамАЗ тормозит. Шел 10-й год нашей телестройки. Бляха, наверное, 4-й раз, да, мы снимаем кран? 4-й. Фух, ну, наверное, разобрались. В чем суть? Новый кран, который мы устанавливаем, необходимо поворачивать вот эту среднюю часть на 90 градусов, а нижнюю часть на 180. Только тогда будет успех. В общем, будьте осторожны, если новый кран покупаете, он обязательно должен совпадать по вот этим цифрам. В нашем случае не совпадал, но я понадеялся на отливки тут. Но это все фигня. Нужно изучать, как устроен кран. Только после этого, вот мы, когда изучили с Димой, посидели, пообедали, изучили все и поняли, как правильно его собрать. Вот, наверное, поняли. Сейчас поставим, проверим. Вот у нас 3 крана. Нашли еще, я в закромах порылся. Еще один абсолютно новенький. Но он опять же, ну скажем так, какого-то нового образца. Ну, чтобы вы понимали, вот родной камазовский кран, да, у него цифры 12, 22, 22, 22. У этого же 12, 25, 26, 22. То есть цифры разнятся, и, соответственно, просто так этот кран без доработок не установить. Целый день у нас ушел на то, чтобы вставить 2 стекла и разобраться с этим долбаным, краном. Вот, но сейчас мы отправляемся на задний двор. Вот, да установим тут кран, сейчас зажмем его, чтобы уже все красиво было. И будем устанавливать кузов. Сливаем топливо с КамАЗика для нашего зилокрана. Дизель. Очень удобно. Все, включаем воздух. Качалки мы повесили, сейчас вешаем ПАУ. Блин, не поцарапать бы.
наконец-то КамАЗик будет красивее. Колесо зашипело в Монстре Максе. Мы трогали это колесо не трогали. Блин, это то колесо, которое я делал, и стоит не в ту сторону. Оно опять пробилось, в общем. Офигеть. Кузов установлен. Завтра продолжим заниматься уже установкой щитков, здесь наведением красоты и, конечно же, креплением кузова. Все, вот так выглядит процесс зачистки. Там те уже готовы. Сейчас вот один обработаю и будем красить. 2 ящика ждут свой черед, а также готовы 4 брызговика. Их я буду собирать уже завтра. Сегодня я помылся. Я без очков, да, наверняка вы меня не узнали, но это я, да. Пишите в комментариях, узнали или не узнали. Также покрасил запаску, которую будем устанавливать. Ну, собственно, вот до обеда все, что я успел сделать. Это 4 брызговика и запаску. Утро у нас начинается не с кофе, а, как обычно, с зачистки. Как я уже устал от этого, друзья. Я знаю, что устали и вы. Но проекты нужно завершать. И поэтому не падаем духом, не переключаемся. Впереди нас ждет интереснейший проект на американском V8 советский грузовик. Мы будем скрещивать супер-мега-конструкцию. Это будет один из лучших проектов на нашем канале. Поэтому вам я настоятельно рекомендую подписаться. Подпишитесь на наш телеграм-канал. Подпишитесь на Boosty. Именно там будет оперативнейшая информация по поводу этого всего. Не переключайтесь и досматривайте видео до конца, чтобы потом не задавать глупые вопросы. Стремянки готовы, крышка готова. Сейчас все это покрасим и будем устанавливать. Чуть-чуть мне нужно откорректировать положение кузова, а именно сдвинуть его в сторону пассажира. Не знаю, удастся мне это лобиком, но верю в себя. Все. Ломиком уперся, тогда смог легко сдвинуть. Пока что продолжаю работу на заднем дворе, но уже закрепил стремянки. Вот, можете посмотреть. Вот этот кронштейн перегоню на ту сторону, то что нужно засверливать и его крепить. С этой стороны тоже стремянки закрепил. Вот, и решил все-таки перегнать его на ту сторону, потому что то болтик забыл, то еще что-то. И вот хожу взад-вперед целый день, блин. Вот, лучше там все соберу уже конкретно, там будет полегче мне это сделать. Поэтому сейчас запускаюсь и перегоняю его на ту сторону. Ханамага перегоняю на эту сторону, и параллельно нужно там подровнять опять грунт, соседям помочь. В общем, такая вот у нас движуха. Есть очень специфическая особенность в КамАЗе. Это пока не дашь газу вот так вот, он не запустится. Что за фишка, не знаю. Лампочка уже на топливо загорелась, нужно добавить. Ну, качаем воздух. Так, как тут наш Ханамаг? Поехали! Вот это безотказная тачка. Нравится гонять на Ханамаге. Вообще постоянно на нем езжу. Вообще классно. Автомат, просто джик и поехали. Потихоньку, никуда не спеша. Сейчас перевозим резину на задний двор, там я положил поддон, сложим ее аккуратно, все будет. Но после Ханамага сел в КамАЗ, КамАЗ тоже классная машина, хоть я сижу без сиденья, без всего, но ты понимаешь, что легкое рулевое, его звук, вот, ну все классно, машина очень классная, интересная. Когда я здесь все очищу, это будет очень классный аппарат. Очень классно. В нем я просидел вот 2 месяца, фактически я его делаю. Для вас это небольшие серии, но эти серии снимаются по 2 недели. У меня был запас по видео, а сейчас мы уже работаем практически онлайн. Вот, так что сегодня у нас
понедельник, да, а вы смотрите вот в воскресенье эту серию. Так что такие вот дела. Ладно, работаем. Сейчас перегоним КамАЗика. Вторую ему. О, уже веселее. Перегоним КамАЗика и будем дальше заниматься сборкой. Съездил, помог соседям, и Ханамага оставил здесь пока что. Вот он будет стоять. Еще нам нужно сделать подкладки, сбить такие для зилокрана, но это уже в серии с зилокраном, а сейчас продолжаем заниматься КамАЗюкой. Все, стремянки все затянуты, зажимаем кузов. Кузов полностью закреплен. Теперь буду пытаться устанавливать щитки, наводить еще большую красоту. Самое главное, что мы справились со стремянками. Это достаточно сложный такой процесс, но они все покрашены, все красивенько, все аккуратно. Работаем дальше. Ставим щиток вот этот сначала, потому что тот нужно ставить с ящиком, и там придется повеселиться. Ящик в одиночку не получилось поставить. Поставил вот эти задние крепления у нас фонаря и номера. Стекляшку поменяем, и все равно капут. Так, сейчас ставлю буквы. Хотел с вами поделиться вот такой хорошей вещью, как паяльник. Стоит копейки, но штука бомба. На Wildberries я брал. Вот, советую. Часто выручает. Вот так и буквы сейчас буду делать. Я их вставил, потом просто берешь этим паяльником, он с фонариком, разогревается очень быстро, и делаю вот такие напаечки. Чик. Ну, чтобы буквы не вылетали. Чик. А вообще очень классно паять бампера. Так вот, если кому-то пригодится, вдруг понадобится. Вообще классная вещь. Все, тут у нас красота. Отражатели купим. Красиво смотрится, преображается гаденыш. Сейчас нужно будет щетки ставить, фароискатель, зеркала. Будет еще красивее. Ну, красота, что тут скажешь? Ну вот наш красавчик преобразился еще. Зеркало, фароискатель смотрится очень гармонично. Также установил резинку, купил 9-шную. Вот, но ее чуть-чуть не хватает. Кусочек нужно довставлять. Но это ничего страшного, ставим. Самая печаль, что только 2 в магазине были, но вроде заказали. Вот, мне нужен еще один комплектик, чтобы хватило мне. Так что такие вот новости. Отправляюсь домой. Собственно, все, что я успел сегодня сделать. Установить стремянки, попытаться. Ну, вот этот брызговик установил. Забыл вам показать, по-моему, его. Вот. Ладно, завтра приедет Дима, и мы с Димой установим ящики и дособерем здесь все. КамАЗ будет. Так, наконец-то приехал Дима. Сейчас мы установим второй ящик. Первый уже закинули, набрались опыта, вырвали все нервы. Сейчас нам предстоит второй, потому что здесь, чтобы наживить, ну, просто не подлезть. Невозможно подлезть. Так уже сделано. Но это советская техника, и здесь нужно всегда быть готовым к тому, что все сделано не совсем удобно. Так, Дим, ну-ка давай начнем с этого. Короче, все мимо, блин. Аж открылся. Новая башка. Сверлю. Давай. Отмучили мы этот ящик. Сейчас занялись щитком. И здесь придется нам немножко модернизировать. Нужно вот вырезать щиток, потому что глушитель наш
видимо, не штатный, поэтому немного не получается нам здесь собрать, как было. Изначально щитки наши крепились не на рамке вот, кузова, а дополнительные уголки были, поэтому чуть-чуть переделываю. Но сейчас выпилим, и все будет четко. Все должно быть четко. Щиток мы установили. Вот он стоит, красавец. Все четко там подпилил, вообще классно. Сейчас наша задача установить вот такие брызговики. Оригинальные КамАЗ, но почему-то надпись Кама. Я не понимаю, почему нельзя написать КамАЗ. Вот, это задние брызговики. Будем их устанавливать, естественно, с такими проставочками изнутри, с полосками. Вот сейчас просверлим отверстие. И КамАЗ будет вообще очень красиво выглядеть. Еще Дима сказал, что нужно обязательно поменять катафоты, но у меня, к сожалению, нету их. Поэтому пока не знаю, как эту решить проблему. Ну, наверное, закажем на Озоне. Так, у нас процесс сборки КамАЗа идет полным ходом. Я ставлю фонари, Дима там стекла прикручивает. В общем, КамАЗ преображается просто моментально, как только начинаешь собирать вот эту всю мелочевку. Переднюю часть тоже подсобрали. Никак не заберу я надпись с Озона 4310, тоже ее нужно. А также обязательно, конечно же, поменяем вот эти на новенькие фонарики. Брызговики зацените. Да, их нужно было устанавливать изнутри, но все-таки было принято решение устанавливать снаружи, потому что здесь они не станут и будут чертиться постоянно. Поэтому все-таки решил я немножко, вид изменился, но зато так будет надежнее. Вот. Осталось нам закинуть запаску, собирать салон. Да, еще очень-очень много работы по этой машине. Так что продолжаем работать, не унываем. Ну вот и устанавливаем мы уже запаску, друзья. Потихоньку, помаленьку КамАЗик преображается. Будет красавец радовать нас. Так, друзья, работы по КамАЗу продолжаются. КамАЗ мечты нам дался очень сильно. Но на каком мы этапе сейчас? Все ковры установлены. Установлены сидухи. Вот, покажу вам сверху. Единственное, что нам осталось, это сейчас вот вырезаю вот эти коврики, которые уже резиновые основные. Вырезаю их по оригинальным коврам. Оригинальные ковры, ну, не очень такие, где-то порваны. Вот, я решил вырезать новые, будет красиво и аккуратно. Вот, ну еще нам предстоит сделать фонарик вот там. Так, и в принципе почти все готово. Наклеим шумку на спальник. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть совсем. Еще нам нужно поменять вот эти фонарики, тоже заняться. И на крыше фонарики тоже там поменять. Они там у нас еще заклеены. Но мы поставим новые, и все будет четко. Сейчас вырезаю ковер, давайте покажу. Вот так по макету старого ковра. Просто вырезаю и все. Обычным ножом. Вот такой материал купил, достаточно плотный, ну, вроде бы качественный такой. Режется он достаточно легко, поэтому больших проблем здесь нету. Главное не спешить, аккуратненько, потихоньку. Ну вот и второй коврик тоже занял свое место. Здесь под трубки, наверное, все-таки прорежу. Пока не знаю, не могу еще определиться. Но здесь-то, по сути, бачок ставится. Как бы, ну, оно все закрывается. Вот. Ну и вот эта стенка мне не очень нравится. Но, наверное, уже с ней я ничего не сделаю. Вот там помоем. Ну, сейчас я после обеда займусь мойкой. Все это будем чистить, очищать от грязи. Вот сидушки наши вот так смотрятся. Давай, опа. Вот такая красота. Вот, ну, естественно, все еще нужно помыть. Ну, в общем, мелочевка, вот это основное время всегда занимает. И в нашем случае точно так же. Вот, все это очистить, отмыть, еще кусочек работы. Все красиво, по красоте. Порожки, наверное, придется сделать новые. Посмотрю, может быть, и старые поставлю, ну, а может и все-таки изготовлю новые.
Не знаю, пока не решился. На самом деле нету материала. Мне бы вот кусочек алюминия рифленого, но, к сожалению, блин, нету. Поменял наконец-таки на КамАЗе вот эти поворотники. И наверху знаки автопоезда тоже поменял. Также перегнал Краза. Хочу в нем покрасить раму. Она уже такая чуть-чуть страшненькая, знаете. Хочу подсвежить. Вот. Красить буду мипой. Помыл, сейчас вот воду вымокал только в дисках, и будет красота. Готовимся к праздничным мероприятиям, которые будут проходить в нашем городе. Будем выставлять технику. Ну вот, подсвежил немного нашего богатыря. Кразюка выглядит красиво, обалденно. Ну и смотрите, какая это красивая машина. Очень красивая. Но у меня это вызывает только положительные эмоции. Да, он большой, да, он тяжелый. Ударился головой 2 раза, лазил здесь под мосты, подкрашивал там раму. Но все равно это машина, которая вызывает особые эмоции. И это факт, о котором я всегда говорю. Ну, это нужно испытать. Да. Ну, вот такая машинка. Все, завтра мы продолжаем заниматься нашим КамАЗом. Очередное доброе утро, друзья. Не знаю, сколько дней я уже вожусь с КамАЗом, но нам нужно успеть, и поэтому работаем в таком аврал-режиме. Сейчас я уже залез в закрома, прям ставлю такие вещи, которые, собственно, я хранил для особых случаев. Ну, не знаю для каких, конечно, но вот, наверное, этот случай все-таки наступил. Новенькая светомаскировка, новенькие фары, оригинальные камазовские. Фары устанавливаются вот сюда заводом, вот так. Ну, место для установки не самое удачное, но мы поставим, пусть будет КамАЗ красивый. Смысл их хранить я уже не вижу. Наверное, как раз этот случай настал вот сейчас. Светомаскировку установим, новые установим линзочки. Вот эти рассеиватели. Сейчас всем этим займемся. Эта оптика уже под галогенные лампы. У нас же лампы стоят еще обычные, старые, советские. Вот сейчас поменяем. Здесь сложного ничего. Сразу примерим эту. Она устанавливается только в одном положении. Вот так. Теперь будет красивенько все. Прям военная машина КамАЗ превращается в один миг в очень-очень упакованную военную машину. Переднюю панель эту я попшикал полиролью. Сразу стала яркая, светлая, насыщенная. И почти уже не отличается вот с мипой. То есть, видите, мипа вообще прям хорошо подходит под вот эти вот советские цвета оригинальные. Ну что ж, сейчас соберу ту фару и эту. После этого мы займемся изготовлением порожков вот сюда. Ну и потом еще нам нужно сделать подсветочку и займемся уже очисткой всего этого. Еще один маленький атрибут, который вы не увидите, наверное, ну, ни на одном КамАЗе, очень редко. Это вот эта резинка закрывающая.
корпус фары. Вот такая. У нас они есть. И у нас они, кстати, стояли на КамАЗе, что, естественно, удивительно. Вторая сторона тоже собрана. Сейчас одену резиночки и установим фарки. И у нас внешка будет готова. Будем переходить к внутрянке. КамАЗевич со светомаскировкой еще красивее. Вот такие красивые порожки я изготовил. Один на эту сторону, второй на ту сторону. Ну а сейчас занимаюсь вот нашей подсветкой. Вот туда, видите, у нас некрасивое место. Сейчас вот такой алюминиевая окантовочка сделана. И вот так установится на два самореза из нержавейки. Вот, так что передаю привет Паше, который мне на 2 дня добавил работы с этими порожками. Сказал, что оригинально и некрасиво будет смотреться, потому что состояние не очень. Сделай красиво. Ну вот, я уделил внимание этому и сделал. Ну, красота. Сейчас там полезу туда потеть и пытаться устанавливать эту подсветочку. Наконец-таки финал проекта нашего КамАЗа. Очень много проделано работы. Все очищено, отмыто, намыто. Вот такая красота. Немного пострадала панель. Кто помнит, от чего пострадала, я знаю. Это мой косяк. Она вся в крапинку. Ну да ладно, это не самое главное. Кразевич тоже готов. Мы поедем сегодня загонять уже технику на наши городские мероприятия. Вот, одел на крас тент. Весь его тоже намыл, начистил. Одним словом, поработал на славу последние 2 дня. Сижу здесь, не вылазя. Но есть результат. Резина начищена, все по красоте. Ну гляньте, по-моему, это очень классно. Вот здесь болтика не хватает. Так что, друзья, огромное спасибо. Самое главное, что вы со мной, и вы меня поддерживаете в этом. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. В гараже там виднеется морда разбитого американского внедорожника на американском V8. Но об этом, обо всем уже в следующих сериях. Поэтому я вам настоятельно рекомендую подписаться на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Всем пока.